Dzień dobry, drodzy przyjaciele. Dzisiaj na wywiadzie mam dwóch swoich znajomych z Kazachstanu. To Asıljan i Aybarsha. Ja po prostu chciałem z nimi porozmawiać dzisiaj na temat tego, co oni myślają o waszym kraju, czy im jest wygodne tutaj żyć, czy nie jest wygodne tutaj mieszkać. Więc zaczynamy. Z góry powiem, że musicie wyłączyć napisy, bo będziemy rozmawiać w języku rosyjskim. I z tego powodu, że możecie nie zrozumieć, musicie wyłączyć zapisy akurat w tej chwili. Начинаем, девочки. Какова была ваша цель приехать в Польшу? Просто коротко. Мы студентки, получается, мы приехали сюда по академической Мобильности. мобильности, и вот 1 семестр будем учиться здесь. Здесь. Это типа Польша. как это называется, когда обмен студентов, это типа Эрасмуса? Нет, это не Erasmus. Это академическая мобильность. Только 1 семестр Да. будем учиться здесь. Окей. Хорошо. А почему именно Польша? Или типа это не вы выбирали? Ну, как бы у нас да, был выбор, да? выбор, да. Литва, Латвия, либо Польша. Польша. И я, Интересно. например, да, сама хотела в Польшу, потому что слышала, что тут продукты все дешевле, чем в Литве, Да. и в Латвии. Это факт. Да. И получается, брат моего папы, он, по-моему, служил здесь в армии, когда был молодым, и сказал, что поляки очень хорошие люди, и вот он также обрадовался. Ну, в принципе, я согласен. Я тоже считаю, что поляки очень хорошие. Кстати, гостеприимные очень люди. А ты что? Почему ты решила? И почему Польша? Почему не Латвия? Когда моя сестра, вот знакомая, да, она тоже вот была здесь и тоже по академической мобильности. И из-за этого вот после нее я тоже хотела. Она, в смысле, посоветовала тебе? Да, посоветовала. Она писала. Окей. То есть она сказала, что... тут И у цены меня была хорошие. возможность, и я сразу выбрала Польшу. Ну, как видите, они любят Польшу. Это мне потом придется добавлять субтитры. Ну ладно. Хорошо. Еще один вопрос. Вот вы вроде довольно верующие, да? Что вы знаете о религиозности Польши? Вот есть какие-нибудь понятия об этом? Вот как вы думаете, люди здесь религиозные или не особо? Я бы не сказала, что они религиозные, но мне кажется, тут есть свобода. Получается, я вижу, например, девушек, которые там коротко постригают волосы, парни носят, например, то, что хотят, и мне кажется, они делают то, что хотят, и все это круто. Типа никто им ничего не говорит и не осуждает. Да. Да. Мгм. Хорошо. Ну, например, в университете у нас, например, учителя всем относятся хорошо и одинаково, Одинаково. даже если они одеваются не по стандарту. Вот. У меня, кстати, у самого есть учитель с татуировками, который в игры играет. Очень приятный мужчина. Я был в шоке. Мужчина 50 лет играет в игры. Еще и с татушками. Я его как увидел, я такой, я остаюсь. Тут люди крутые. А ты что думаешь о религиозности людей тут? Просто я скажу заранее, что это довольно религиозная страна. В Ну, принципе. да. Я тоже соглашусь, потому что здесь они что хотят и делают. Ну, в принципе, есть какая-то свобода. Мгм, да, здесь есть свобода. Ну, смотрите, например, в Казахстане, наверное, все-таки не получится перекраситься в красный цвет Нет. волос и гулять спокойно по улице, да? Получается, нет, Казахстан это светская Да. страна, получается, и она очень развитая. У нас не как там В Азербайджане. Да, в Саудовской Я Аравии, шучу. да. И у нас как есть стандарт, все думают, что стереотипы такие существуют, что Казахстан, если они мусульмане, то они обязательно носят хиджабы, они совершают намаз. Ну, не все, конечно, но бывает, да, в южной части Казахстана многие, да, верующие люди. Но не скажу, что прям все верующие люди носят хиджаб. В принципе, извини, говори. Самое главное, если ты мусульманин, не обязательно покрываться. Самое главное, нужно быть хорошим человеком, бескорыстным, и все. Кстати, то же самое у нас. Я не могу часто объяснить людям, что у нас вроде тоже ислам, но это не означает, что все в хиджабе ходят. Но есть один момент, что все-таки менталитет абсолютно другой у людей. То есть попробуй тут подойти к девушке познакомиться, попробуй в Азербайджане это сделай там. Ты кто такой? Что ты хочешь? Я брата позову. У вас тоже такое бывает, типа?
Просто интересно. Вот как у вас выглядит? Можно спокойно с девушкой познакомиться на улице? Да, Конечно. можно? Да. Вы прям знакомитесь, вот подходите, вы такие, конечно. Ну, Не-не-не. Во, видишь, вот видишь, нет, я же говорю. Например, есть первое впечатление, Да. да? Если человек, он хорошо доносит свои мысли, он говорит, почему он хочет познакомиться. Можно просто Да. познакомиться как друзья, быть друзьями. Обожаю Да. это слово. Потом, если получится, если они узнают друг друга лучше, и все будет окей, то почему бы и нет? Смотрите, я вот говорю, что тут низкие цены. Поляки очень сильно обижаются и не хотят в это верить. Вот вы думаете как? Тут низкие цены, хорошие цены в сравнении с их зарплатами или нет? Ну, мы не знаем о зарплатах Да. местных людей. Минимальная зарплата 650 евро. Это очень круто. Да. Значит, у них очень хорошая жизнь, потому что продукты стоят, Дешево, да. дешево. Дешевле, чем у вас. Да, Да. конечно. Вы просто так боитесь в этом признаваться? Нет, я сразу сказала, что продукты тут дешевле Дешевле. стоят, чем у нас. Да. И также я тот раз, например, по-моему, так, как это называется, вот эти шоколадки круглые? Блин, забыла. О май гад. Блин. А, нет, нет, Блин, забыла. Что за шоколадки? Вы... Нет, Это, как это? Это не очень хороший знак. Что да, я купила шоколадки, которые у нас стоят 1500 тенге, да. M&M's. Как? Нет, это- M&M's. Не-не-не, не это. Не это, кажется. Короче, шоколадки. Да. У вас стоит 1500 тенге. Тут втрое дешевле. Но тут яйца, да, дорого стоят. Да, яйца дорого стоят. И хлеб тоже. Хлеб тоже, Да, хлеб здесь дорого стоит. Но зато вот я взял себе, купил, я все время в видео говорю, и уже надоел всем. Вот эту нутеллу вот такую. На килограмм. И это стоило в 2 раза дешевле, чем у нас нутелла на 300 грамм. Вообще у нас за нутеллу люди бывают, людей убивают. Да шучу, господи, шучу. Так, хорошо. Я вам уже заранее говорил об этом. Еще раз спрошу. Вот, допустим, вы захотите выйти замуж за европейца. Какова будет реакция ваших родителей? Что они скажут? Я могу сказать уверенно, что я буду выйти замуж за казаха. Только за казаха. Да, Такой я... расизм. Нет, это не расизм. Я шучу, Это просто факт. Ну, Хорошо, только за казаха. Да. А допустим, если влюбишься в какого-то европейца, ну так получилось. Никогда Нет. не говори, никогда. Нет. Он тоже Я не могу только сказать, казах. да. Черт побери. Ладно, а ты что скажешь? Мне кажется, если встретится хороший человек, и я полюблю его, почему бы и нет. Но мне кажется, родители все равно будут вначале как против, может быть, особенно папа. Но если я буду счастлива, то со временем они тоже как примут его. Момент такой, в смысле, это будет, например, христианин. Это, наверное, не такая большая проблема будет. Нет, да? у нас тоже, например, у меня какая-то родственница тоже вышла замуж за поляка. Серьезно? Да. А давно? Я не знаю. Если 3 года прошло, то она Нет, уже это- гражданка Европы. Перед отъездом у меня родственники были дома. И вот и какая-то тетя сказала, что одна девушка вот поехала учиться вот в Польшу и влюбилась, и вышла замуж. И они Учись. говорили, да, А. типа, Аслжан, типа, ты тоже можешь, типа, остаться там. Я уверен, что очень многие поляки посмотрят это видео и будут вас искать потом. Ну, я заметила. Потому что вы для них очень... Вы вообще красивые, но для них вы вообще такие прям идеальные, потому что вы же отличаетесь. Это типа чисто генетика. Вот я вот тоже у себя в стране ходил, все такие, фу, какой ты противный. А потом я сюда приехал, лучше об этом, наверное, не говорить. Ну, короче, тут я девушкам нравлюсь. Вот, фактически всем. Мы тоже вот Шучу, не замечаем на фактически. улице. Да. На улице замечаем, что вот люди смотрят на нас так пристально. Мы Да. Мгм. такие, Да. И пытается на китайском заговорить. Ладно, шучу. Сегодня у нас в университете, Да, в да, университете одна был- учительница сказала. подумала, что мы китайцы. Китайцы, да. Типа пыталась по-китайски? Мы такие, Она что-то объясняла, какую-то конструкцию грамматическую. Потом говорит, а как у вас на ваших Да. языках? На китайском? М. Или... И мы такие, ладно, просто да, оставили. Да. Что за расизм? Да. Ну, нужно было сперва спросить, Спросить, да. когда, Да какая нет, у нас нормально. национальность. Мы же тоже можем путать там условно славян между собой. Там, это Да. нормально. Они же, в принципе, похожи. Кстати, я видел темных поляков с темными волосами 2 раза. Я думал, это мусульманин. Он такой, я поляк, у меня папа поляк. Ну, короче, такие тоже есть, но очень мало.
Хорошо, об этом я спросил. Каковы ваши были первые впечатления? Вот тут приехали, вот вышли с аэропорта. Вы же в Варшаву, наверное, приехали, да? Вот как вам Варшава? Вы же, наверное, все-таки увидели вот это здание, Дворец культуры. Оно прям могущественное. Нет, это самое большое, как из аэропорта. Боже, ты когда из вокзала выходишь, например, железнодорожного, Да. он же в центр прямо, типа такой гигантский. Ты его не видела? Дворец культуры. Честно, я не Мы помню. видели какое-то красное здание, но... А вы как, вы вот так вот проезжали мимо Варшавы? Нет, мы Нет, вышли конечно. вот с бас-стейшена и увидели там красное здание. Очень красивое такое. Это дворец культуры, получается, да? Не, Дворец культуры. Блин, Ну, я бы показал, по-моему- сейчас не могу. Ну, в общем, это такое очень высокое здание, его видно фактически со всех сторон Варшавы, оно прям гигантское. Его хотели снести, но потом решили оставить. Его когда-то Сталин построил, типа подарил полякам. Но, естественно, многим полякам это не нравится. Вот даже то, что я сейчас это сказал, сейчас это, они будут это обсуждать в комментариях, я точно знаю, что они что-то неприятно про это напишут. Потому что многие люди это не любят. Потому что все-таки поляки считают русских больше, ну, не освободителями, а скорее захватчиками. Вот. Все думал про политику вдаться, потом подумал, лучше не надо. Но суть в том, что, короче, это здание очень гигантское. И сколько вы там жили в Варшаве? Или вы сразу приехали мы сюда? сразу приехали. На поезде? На автобусе. Серьезно? А сколько, Раз. кстати, сколько стоило? Интересно. Это мы так... 10 тысяч, да? Или... 11 тысяч тенге. 11. А сколько это А, будет да. в долларах? Так, 458. Так, 1 тенге 458 долларов. Это будет... Ой, Нет. Короче, просто я к чему говорю, вы могли бы за 100 злотых приехать на... Даже за 70 злотых приехать на этом... Как это называется? Железное. Поезд. На поезде было... Просто на поезде было бы быстрее и удобнее. Почему автобусом решили? ну мы впервые Да. сюда приехали, и у нас были такие типа вопросы, мы не знали, как и где. Как вы думаете, кстати, вот поляки считают, что их язык самый сложный. И я так не считаю, извините. А вы как думаете, сложный ли у них язык? Мы, Вы же получается, слушаете иногда, да? мы ходим на курсы, я хожу, и моя подруга еще одна, мы ходим на курсы польского языка, и нам очень нравится, у нас учительница очень такая милая, и у нас очень интересно проходят наши уроки. Получается, я скажу, что некоторые слова похожи на русский, там, украинский, славянский. Я читала, что польский язык, он как это славянский и латинский. Что-то, да, типа вот это там много слов, миксуется, типа да. стипендиум, Алфавит, музеум, это все латинский, но А, вот это эти слова, да, корни с Они принципиально не используют кириллицу, но у них свой алфавит. Но они, знаешь, как слово букву «Ж» пишут? С, З, Р, З, там 4 буквы. Что... З, Ж, Ж. Кстати, чуть не забыл. Можешь что-нибудь по-польски сказать? Да, Получится? День добрый. Ну, Да. окей. Да. 105. 105. Ну, 107. Przepraszam. ну, ага. Dobranoc. Dobry wieczór. Jak się masz? Świetnie, dobrze, bardzo dobrze. Что еще? Да я так не умел разговаривать, даже когда только начинал. Ну. Як не? Меня зовут. Мам На имя. мам на. Это как в английском have. Они говорят, типа, я имею имя, у них, типа, всегда... Мам на имя Слжан. Красивое имя. Ты, кстати, знаешь что-то, или ты что-то молчишь очень долго? Кроме «Препарашам», «День добрый». Я не особо, я особо не знаю, но я знаю только «День добрый», Ну. «Dziękuję», Ну. 105, 107 и... Млеко. Молоко. Я. Кстати, название продуктов несложно запомнить. Хотя иногда бывает там такие названия, типа, выговорить невозможно. И что-то хотел следующее спросить и забыл. Да, я думаю, и я не буду это вырезать, я так и оставлю. Про язык я спросил. То есть вам тоже кажется, что он не особо тяжелый, типа? Да.
Вот не особо тяжелые. Да, если интенсивно Да. заниматься. Я 100% сейчас уверен, что они сейчас подумают, почему люди азиатской внешности разговаривают на русском. Вы можете это как-нибудь Мы объяснить? казахстанки, мы Да. казашки, мы с Казахстана. Не путайте нас с китайцами. Но тем не менее, почему по-русски? Просто объясни, ну, чтобы они понимали. Потому что наша история связана с Россией, то есть Да. когда-то мы Кстати. были под влиянием России, да, Как и мы. СССР, вот это. Вот это вот все. Да, вот это вот все. Как Азербайджан, они... Ну, мы все были в составе Советского Союза. До сих пор, несмотря на то, что мы уже 30 лет независимы, вы тоже вроде 30 лет независимы. Казахстан, кстати, последняя страна была, которая... Там типа СССР уже не было, а Казахстан еще верил типа в это все, они потом вышли. Вот. Да, несмотря на то, что мы далеко уже не в составе России, но вот это влияние России, оно осталось. И, к сожалению... Хотя я не знаю, мне неплохо, я знаю дополнительный язык. Вы же хорошо знаете казахский. Да, Да. конечно. Вот. Это наш родной язык. Мы сейчас переходим на латиницу, алфавит переходит на латиницу. И вот сейчас мы полностью говорим на казахском языке, но также мы очень хорошо знаем русский. Ну, на севере я скажу, что многие знают русский. На юге бывает, да, Да, проблема. например, я на юге жила. Ну, то есть сейчас, ну, просто я учусь в севере. Да. Да, в Кокшетау, город Кокшетау, Кокшетау. это на Мгм. севере. Смотрите, еще один такой момент. Какое у вас вообще впечатление вызывает эта страна? Вот если у вас сейчас просто резко спросят, что ты можешь сказать? Первое. Это так, продукты. Типа вот тебя спрашивают, что там, как там, господи, в Польше. Красивые города, красивая архитектура. Да, эстетично. Да, Да, очень сразу. эстетично, очень чисто. Да. Чисто, я говорю, вы не верите. Чисто. И чисто. И экология очень хорошо вот, развита, да? Ты видела тут лисов? Ты не видела еще лисов? Что это? Лиса, животные. А, Тут смотри, тут лес около нас. И они очень часто пробегают около нашей общаги. Они гуляют прямо тут. Я недавно был в Гдыне, и они прям по городу в центре ходили. А белки вообще тут в каждом парке. Да, это из-за того, что экология все-таки хорошая. Да. Очень. 30% Польши это леса. Это очень много, типа 1/3. В Канаде вот со всей ее крутой природой только 40%. Да, а тут 30%, почти то же самое, там мало разницы. это очень круто. Есть один момент. Как вы думаете, вот просто мне интересно ваше мнение, почему Польша просто 30 лет назад в Польше все было настолько плохо, что люди убегали оттуда в Украину, в наши страны. Вот как думаете, в чем успех Польши? Почему за 30 лет они реально добились гигантских высот за 30 лет? Они из самой бедной страны Европы, у них экономика сейчас 3-я в Европе. Вот как вы думаете, почему? У них получилось, например, а у нас нет. Ничего не имею против Казахстана, Очень. обожаю Казахстан, это безумно красивая страна с очень милыми людьми, вот серьезно. Но, тем не менее, в плане развития, то есть заработной платы, все вот это все-таки мы отстаем от них. Так что вот вы как думаете, в чем секрет их успеха? Ну, очень хороший вопрос. Я думаю, это потому что тут нет коррупции. Да, это важно, Где кстати. есть труд, где есть желание работать, есть всегда успех. Еще один момент. Все-таки я хотел акцентировать внимание на религии. Почему-то я очень отдалился от темы. Я очень извиняюсь. Вот как вот вы думаете, если, вот как вам кажется, если будет какая-нибудь женщина, покрытая в хиджабе, ходить по Польше, это безопасно или не очень? Вот вы вот как думаете? Мне кажется, все будут смотреть на нее. Это понятно, да, Да. но будет ли ее кто-то обижать, как вы думаете? Критиковать, наверное, не знаю, будут. Но не напрямую. Я даже не знаю, я честно. На самом деле это довольно толерантный народ, то есть толерантный, извиняюсь. Они не очень любят там геев, все такое, но в смысле к нормальным людям, если у них какая-то своя вера, они относятся хорошо. Я не знаю просто, почему все думают, что тут типа сущие расисты, такие все исламофобы. Это вообще не так. То есть да, большинство поляков, они не очень хотят, чтобы там, например, исламизировали Польшу.
как некоторые западные страны Европы. И я это понимаю, они просто хотят свою какую-то национальную идентичность сохранить. Но при этом никто никого тут не обижает даже. Я знаю просто девочек с покрытой головой, я не смог их позвать. Поэтому я вас позвал. Вы, хотел сказать, лучше смотритесь в кадре. Я очень извиняюсь. Я пошутил. Я уважаю все религии. По крайней мере, на камеру. Я уважаю все религии. А так и так мои подписчики знают мое отношение ко всему этому. Вот. Как вы думаете, есть ли такой шанс, что вы когда-нибудь будете жить тут? И что для этого нужно, чтобы вы решили остаться тут? Я где-то неделю назад думала об этом. Я лежу такая перед сном, думаю, блин, тут продукты очень дешевые, да. Ты все думаешь о том, что я много есть буду? Да, я как студентка, я думала, что буду голодать, буду покупать роллы на каждый день. Но нет, я тут периодически покупаю хлеб, молоко. Мясо часто ешь? Мясо нет. Ну, тут Типа не халяльное мясо, Да. из-за этого. Ну, Хочешь, я тебе думала- секрет открою? Все, что написано халяль у вас в стране, тоже не халяль. На Может самом деле, быть. там настолько много этих условий, чтобы мясо было халяльное, что 99% никто их не соблюдает. Вот. Но можно, кстати, купить халяльное мясо вдвое дороже просто. Ну, просто за веру иногда надо платить дороже. Или можно готовить, как это называется, котлеты из свинины. Шучу. Я понимаю, что не все ее едят. В принципе, не все даже поляки ее любят, потому что там довольно специфичный вкус. Но мясо, тем не менее, если вы хотите, вы можете найти халяльное. Его у турков можно спокойно купить или в каких-то ресторанах, там качественное мясо. Просто реально будет стоить немножко дороже. Да, ну я думала, буду покупать рыбу, но не нашла прям. Какие тут есть рыбы, как минтай? Я не очень часто покупаю рыбу, просто знаю, что, например, лосось, вот этот красный, который такой весь из себя красивый, он вообще недорого стоит. Ты покупала его? Нет, нужно купить. Офигеть, как дешево. Я в тот раз купил себе гигантского лосося, я с ним в обнимку ночью спал, потому что я у нас в стране не мог купить. У нас в стране 200 грамм этого мяса стоит как тут килограмм. Поэтому я решил, что лучше попробовать. Давайте еще пару вопросов, и будем тихо-тихо закругляться, извиняюсь, чтобы вас не задерживать. Было, кстати, очень приятно вас пригласить. Вот до того, как мы начали общаться, я еще думал, типа, интересно, о чем мы будем говорить. Но вы настолько интересны, что с вами можно просто говорить даже без подготовки. И это очень круто, кстати. Спасибо. Что вы, кстати, думаете о людях тут? Я забыл спросить вот это. Ну, вы же их видите на улице, да? Ну, Как вам кажется, что они из себя представляют? я всегда вижу, да, они такие, Привет. да, приветливые и дружелюбные, и общительные. Милые. Бывало это у нас. Они, кстати, очень... Вот вы, если начнете говорить на польском, вы очень сильно удивитесь, как вам отношение поменяется. Да. Я один раз был на кассе, и когда платил, у меня не хватило денег, так вот кассирша заплатила за меня. Просто сказал, да вообще не проблема, и свою карту представила. Это безумно было приятно, только потому что я на польском общался. Просто вот как вам кажется, люди тут более спокойные? Как вы думаете? Мне кажется, да. Мне тоже так кажется, Да. потому что если человек спокойный, он всегда радостный, и он приветливый. Например, когда ты ходишь в магазин, оплачиваешь на кассе, женщина всегда, она сама первая здоровается. День добрый, dziękuję bardzo. Она сама вот первая здоровается. То есть такого нет, чтобы ты заходила в маркет, а там мстить? Да, у нас, например, некоторые, продавщицы, они, кассирши, вот так сидят хмуро и как будто Типа, они что ты ради нас, хочешь? Да, ради нас как будто работают, и вот. Иногда я сама первая здороваюсь с ними, и это как-то не очень... Что бы вы хотели, наконец, просто сказать? Ну вот. Вас будут смотреть люди. У меня, конечно, не так много подписчиков, но, наверное, 1010 вас точно будет смотреть. Мне очень нравится эта страна, город, люди тоже. И у меня вообще появилась идея выучить этот язык, потому что он похож на русский, и, мне кажется, не будет проблем. И сегодня мы проходили алфавит польского языка, и я выучила эти он, эн. Вот это Да. И можно выучить фразы, и я уже использую такие daily phrases, которые «Dziękuję, dziękuję bardzo», «Dzień dobry». Я даже сегодня вот в кафе я здороваюсь, получается, женщина, говорю «Добрый вечер». Сперва я сказала «Dzień dobry», потом
добрый вечер. И женщина, клиентка, она такая на меня посмотрела, типа улыбнулась. Нет. Да, она Обрадовалась, увидела, да, короче. обрадовалась. Она увидела, что я азиатка, и Пытаешься. я говорю, да, пытаюсь. Может, у меня был акцент, я не знаю, но она улыбнулась, обрадовалась. Это так мотивирует меня даже учить. Ну, это, в принципе, очень... А ты что бы хотела напоследок сказать? Я думаю, что в будущем я буду жить в Европе. Все-таки она решила, что она с мужем казахом. Нет, да. В Европе. Ну, хорошо, в принципе, можем попрощаться, можете просто помахать рукой и... До видения. До видения.